Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Погода сегодня радует. Солнечно довольно-таки. Это хорошо. Завтрак, как водится, меняется, по-моему, только посуда. А так, кофе, каша с яблоком и с тыквой. Естественно, свечка. Все как всегда. Я сейчас в метро на Сретенке. Нужно получить заказ. Тут вон телевидение. А сейчас я уже в Ашане. Я от Сретенки дошла до ЦСКА, как водится. Всякие скидочки. Мыло вот земляничное, хвойное. Всякое разное. Я от покупки мыла, конечно, воздержусь, потому что расходуется оно у меня все равно медленно, а запасы большие. Но перенюхать все варианты – это святое дело. Люблю я мыло. Правда, надо сказать, что когда так тянет нюхать мыло, это значит, вот-вот анемия начнется. Еще что-то тут любопытное. Сейчас посмотрим. Народу, конечно, достаточно. Тут это комплимент. Пена для ванны. С разными ароматами. Розы, что ли. А вот это банан. Надо потестировать. Я всегда открываю, потому что если нет тестера, то как бы это претензии к магазину. Вот. Соль для ванны. Соль у меня есть. Я ей вообще не пользуюсь. Так что не особо любопытно. А вариантов тут масса. Разная. Тут мыло тоже всякое. И комплимент. Сейчас потестирую аромат. Не понравилось. Банан, классная была пена. Это вот абсолютно не нравится. Хотя кокос я люблю, но что-то не впечатлило. Эль Косметик, кажется. Да. Красивая упаковка. Посмотрим, что еще. Предложения тут не только сезонные, тут еще лучше будут. Это у них так. Я иногда натыкаюсь на супер просто тут скидки. Смородина, земляника, прикольно. Бора. Кстати, прикольный аромат. Так, я уже дома. Тут наконец-то достала весы. Это у меня кофе. И вторая порция. В смысле, кофе завтра будет готовиться утром. Достала весы электронные. У меня несколько таких. И одни со стрелкой. Но это просто удобнее. Следующее утро. Встала рано. Как вы знаете, обожаю это время. Тут вот у меня со вчерашнего вечера все приготовлено. Там для каши. Сейчас вот как раз достану уже яблочко. Это салат у меня. Там яблоко. Бутерброд. Вот сюда только кашу положить. В общем, удобно. И делаю бутерброд. И мой завтрак. Другая чашка. Другая салфетка. Вчера неожиданно был снег. Я вчера заходила в Ашан
Ну, покупок я сделала, в общем-то, мало. У меня были кое-какие творческие покупки, которые я покажу в одном из влогов. А так вот я взяла хлопья овсяные Геркулес марки «Каждый день». Они стоили 23 рубля. Вообще в пятерочке Верном такие хлопья стоят гораздо дешевле, 15-17 рублей. Ну, может быть, сейчас чуть-чуть подорожали, наверное, я не знаю. Но качество там бывает разное. Хорошее и плохое здесь, в общем-то, тоже. Но в данном случае меня не совсем устроило. Но я уже пересыпала в упаковку, поэтому это я сейчас выброшу. Отсканирую только покупки. Также я взяла крупу гречневую «Каждый день». Одну пачку себе, а вторую для собаки. Здесь по 800 грамм и цена 58 рублей, ну, наверное, с копейками. И это лежало на одной полке, а на второй полке эта же крупа лежала уже в новой упаковке, и она стоила 59 рублей с копейками. Ну, в любом случае нормально, выгодно, потому что в Верном уже там 900 грамм крупа, но она уже стоит 70 рублей, то есть там подорожала. И если еще недавно, пусть здесь 800, там 900 грамм, если пересчитывать, как говорится, на килограмм, там было плюс-минус одинаково, то сейчас, конечно, в Ашане снова покупать выгодно, но, в принципе, в Верном покупать выгоднее, чем в пятерочке, например, потому что в пятерочке уже крупа давно по 75 рублей. Так, еще я... Так, сейчас тут чек вроде лежит. Сейчас вспомню. Значит, я брала томатную пасту марки «Каждый день» по 70 грамм, которая 2 упаковки. Но это я брала для своей подружки. Мы с ней вместе с собаками гуляем. Ну, мы разговорились. В общем, я взяла ей на попробовать. Так, булочку я брала для собаки. Значит, он ее уже съел. И себе я взяла на пробу вот такой крем-балет тональный 2000. Натуральный оттенок. Первый номер. Ну, на самом деле, я когда-то брала такой крем, и не один раз, и мне нравилось качество в целом. Но я, правда, тогда и не очень часто пользовалась тональниками, но меня все как бы устраивало. Хотя качество изменилось, и тогда крем был хороший, и сейчас. Но сейчас, например, этот крем не дает никакого блеска. И я не помню уже сейчас, была ли разница... там натуральный, еще какой-нибудь. Я, честно говоря, не помню. Но я помню, что он мне, в принципе, нравился. Ну, а сейчас значит, номер указан, и он точно не дает липкости и не дает жирного блеска. Но у меня лицо вообще само по себе не жирное и не блестит. Поэтому тут еще заявлен матирующий эффект, но я, опять же, по причине того, что моя кожа не блестит, я ничего не могу сказать. Но сам по себе тональник блеска не дает. Это точно. А уж работает ли матирующий эффект или нет, без понятия. С витамином Е, там еще был с лецитином. Этот стоил подороже, 79, кажется, рублей. С витамином Е, с лецитином стоил 60 с чем-то. В общем, на 10 рублей дешевле. Но я подумала, решила взять вот этот. А там посмотрим. На пробу. Значит, легко распределяется, не оставляет жирный блеск, обладает выравнивающим и матирующим эффектами, сохраняет стойкость в течение длительного времени. Опять же, о стойкости я пока ничего сказать не могу, потому что насколько был раньше стойкий крем, я не знаю, поскольку сейчас он в любом случае изменился. Тоже еще не пробовала толком, не могу сказать. По нанесению он и правда легко наносится, и мне он напомнил этот самый крем Елена, который очень хороший, и многие блогеры тоже хвалят. Но, правда, крем Елена, он
более жидкий. У этого средняя консистенция, но я вам сейчас покажу, какой он. Но он мне все равно напомнил крем Елена, потому что сначала, когда вы его наносите, вроде бы на лице никаких изменений нет. Но уже там через пару минут вы видите, что лицо, в общем-то, преображается. Единственный минус данного крема, ну, как и все от фабрики Свобода, то, что у них металлизированная туба. Соответственно, использовать крем прямо из тубы, ну, лучше этого не делать, потому что туба будет трескаться, все это будет пачкаться, и продукт вы не используете до конца. Поэтому лучше сразу куда-то это все, ну, выдавить. У меня как раз закончился тональный крем Фарес, который я очень люблю. И я как раз-таки в эту стеклянную баночку этот крем и определю. Я просто хотела купить себе Фарес, но я его привозила из магазина «Домик принцессы». А сейчас я не еду пока в Питер, ну а доставку как бы нет смысла заказывать платную, потому что, ну, это как-то золотой крем получится, поэтому, скорее всего, если он в этом магазине есть, то, может быть, я в следующий раз, когда поеду и буду находиться рядом с магазином, я тогда зайду и куплю, или на крайний случай уже потом закажу, там в Озон он есть. Вот на Валберес печалька, что его нет. Но есть и другой крем, но и у меня даже сейчас еще есть от Фарес консилер, он же может использоваться как самостоятельное средство, он меня полностью устраивает, но там немножко. И также у меня еще осталось Афинитон от Maybelline немного, ну потому что как-то они у меня появлялись все в одно время, и я ими, можно сказать, в равных пропорциях пользуюсь. Поэтому и заканчиваются они сразу. Ну, я вчера, не знаю, как-то решила, думаю, дай-ка я вспомню про этот крем, как он вообще. Значит, сейчас покажу. Ну, понятное дело, протыкать его вот так надо изначально. Вот он. Так. Ну, да, он такой средний. Он не густой, не жидкий. Как будет что передаваться, не знаю, но, в общем, под мой цвет вполне себе подходит. Да, здесь освещение не лучшее. Так, я еще на другой стене свет включила, но так поприятнее. Так, ну вот он распределяется действительно довольно легко. Это хорошо, кожа не растягивается в целом. Ну, отдушка у него, знаете, такая специфическая, она приятная лично для меня. Ну, не все, конечно, любят ароматы фабрики Свобода. Ну, во-первых, он выветривается, ну, пахнет, знаете, он вощиной. Мне так кажется немножко, могу ошибаться. Нормальный крем, даже я бы сказала хороший, но все-таки какое-то окончательное мнение я смогу сформировать чуть позже. К тому же в то время, когда я пользовалась им, ну, знаете, у меня именно большого опыта в использовании тональников не было. Я тогда больше по пудре специализировалась. Это сейчас я уже много чего попробовала, и подороже, и подешевле, знаете, как говорится, и за 100 рублей, помню, от Фаберлик Вербена, ну, плюс-минус, может, он там подороже, но, грубо говоря, безумно дорогих тональников у меня не было, но самый дешевый, да, наверное, был рублей 100, а самый дорогой тональник у меня был где-то 1003, да. Точно, где-то 3000 самый дорогой тональник я покупала несколько раз. Вот я сейчас так смотрю на руку и понимаю, что такой пудровый финиш вот остается. На руке это, знаете, такой же финиш у Афинитона от Maybelline, но то, что блеск сам по себе крем блеска и липкости не дает, это вот я прям могу сказать вот 100%.
Единственное, что я одно время очень часто покупала Афинитон в 3 оттенке, и он мне прям идеально подходил, но время идет, кожа меняется, и сейчас я понимаю, что, скорее всего, мне им комфортнее пользоваться летом, так что не знаю. В общем, потом буду рассказывать. Я в любом случае покажу его еще и в уходе на месяц, и потом в каких-то влогах, и в пустышках покажу. Кстати, то печенье Кухмастер, которое я в прошлом влоге показывала, брала в Билла, ну, я отдам собаке, хотя оно очень вкусное, но не знаю, что меня все не радует. И по калорийности, и по многому. И в этот раз я взяла себе к чаю вот такие в Ашане ушки. Печенье ушки с маком. Здесь калорийность, ну там я много чего посмотрела. Я в Ашане брала такие вот круглые печенья, тоже показывала не так давно во влоге. Они вообще очень вкусные, но у них калорийность на 100 грамм, по-моему, 460 калорий, а может даже больше. Вот, а печеньки, ну, я посчитала, сколько их примерно поделила, получается как-то не очень прикольно. Не, ну, их можно разделить пополам, но поскольку я их уже ела, вроде сейчас как-то неинтересно. Я искала что-нибудь новенькое, в итоге приобрела вот эти печеньки, потому что, ну, весят они от 9 до там 12 грамм, это как раз самое то, чтобы одну печеньку в день съесть, ну, максимум иногда 2 можно съесть, допустим. Это не дает каких-то безумных калорий, никак ни на чем не сказывается, но зато приятная эмоция. К тому же я поняла, что даже вот когда я беру шоколад, даже если он очень дорогой, качественный, горький, все равно это на кожу влияет очень плохо, поэтому как ежедневное лакомство, даже маленькими дольками, мне это не подходит. Как я уже говорила, я как-нибудь попробую сделать хороший шоколад сама, но опять же это будет от силы баловство раз в неделю, именно это будет ПП-шоколад, но в любом случае там какао, как я понимаю, эта реакция идет на какао, что тоже печально, потому что иногда я не фанатка, но все равно я люблю иногда пить какао, и даже без молока, и тем более без сахара, просто в чистом виде мне очень-очень нравится. Но вот, наверное, буду себе позволять, ну, сделаю конфеты, буду одну конфетку в неделю чисто баловства ради есть, и, наверное, может быть, чашку какао небольшую вот такую в неделю. Надеюсь, что, ну, это когда с лицом все проблемы исчезнут. Ну, а так вот такое баловство, в принципе, если бы я знала, да, что они такие прикольные, я бы взяла, может быть, побольше упаковку, а то тем более сейчас всякие у нас тут ограничения и прочее. Ну, а мне как-то больше в Ашане нравится покупать. Ну, ладно, в любом случае, классная штучка, могу посоветовать, если что, они приятные. Они не супер сладкие, то есть тут сверху немножко песок имеется. Но это в разумных пределах. Никакой супер сладости. Тесто хорошее.